Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом ролике я вам покажу, как сделать андервольтинг на видеокартах RX 9000 серии. Хотя я думаю, это сработает и на других AMD-шках. Во время тестов я старался подбирать настройки таким образом, чтобы мы не потеряли вообще ничего по производительности. При этом существенно снизили все температуры, ГП, хотспоты и, конечно же, память. Если кратко, разберем всю вкладку производительность. А здесь, поверьте, есть что разбирать. Во-первых, если я правильно слышал, с релизом 9000 серии обновился и софтвер Adrenalin, то есть разгон и андервольтинг уже делается слегка по-другому. Да и вообще, так как я очень давно не пользовался AMD-шкой, я как открыл Adrenalin, мягко скажу, приофигел. Сколько всего добавили и как же все обновилось, а также стало в разы удобней, что я в одном месте могу разгонять видеокарту, делать ее андервольтинг, переключать профили для каждой игры, включать и настраивать показатели. Впервые за столько лет мне пришлось отказаться от MSI Afterburner. Он по сути уже не нужен. Это действительно радует. Программное обеспечение на достаточно высоком уровне. Что немаловажно, так это то, что все настройки интуитивно понятны. И как раз таки сегодня всем этим с вами поделюсь. Тайм-коды в описании. Можете перематывать и смотреть, что вас интересует. Без воды не обойтись. Это все нужная информация. Потому что андервольтинг или разгон это не про то, чтобы зайти, скопировать и выйти. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, быстренькая рекомендация своего бусти и начнем. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. На рабочем столе нажмем PKM AMD Software Adrenalin Edition. Подробная настройка и оптимизация вашей видеокарты это будет чуть позже, пока наша задача конкретно на вкладке производительность. Здесь нас встречают три вкладочки, это показатели, настройка и настройки. На показателях, как мы видим, здесь у нас есть все основные показатели, а также частота с температурой памяти. Справа мы можем настроить интервал, насколько часто все это будет обновляться, я оставляю по дефолту, а также показатели, которые мы хотим видеть. Когда мы нажимаем горячие клавиши, в моем случае это Alt-T, мы увидим справа вверху по умолчанию количество кадров в секунду, использование ГП, частота по ядру, сколько кушает ватт, температуру, хотспот и так далее. Все это можем мы настроить конкретно здесь, что естественно очень удобно. То есть в таком случае использование MSI Afterburner уходит уже на второй план, так как здесь мы даже можем включить не только чтобы мы видели цифрами, но и графиком. На данный момент, так как я тестирую разгон и андервольтинг, я включил следующие параметры. Частота кадров, все остальное я выключил, потому что пока оно отвлекает. Задержку не включал. ГП поставил все галочки и графическая память, тактовая частота памяти ГП и температура памяти ГП. Особенно температура – самая важная вкладочка, которую нужно будет мониторить первые, наверное, несколько недель. Потому что, как вы возможно слышали, на RX 9070 XT, скажем так, слегка завышена температура конкретно по памяти. Но об этом чуть позже. Наложение. Здесь мы можем настроить размер в процентах, то есть сделать больше, меньше и так далее. Плюс столбцы, чтобы оно было вертикально, либо горизонтально, как вам больше нравится. Ну, естественно, прозрачность и цвет показателей, а также фона. То есть все самое базовое и все самое необходимое. Следующая вкладка это настройка. Обратите внимание на то, когда у нас написано глобальная регулировка, это будет касаться конкретно всех наших игр. Мы можем по отдельности настроить профили. К примеру, для колды будет свой профиль со своим разгоном, либо андервольтингом. Для Assassin's Creed Shadows уже другие настроечки и так далее. Этим можно заморочиться, и я даже частично заморочился. Но в данном случае меня интересуют настройки конкретно, которые будут работать оптимально во всех играх. Лично для себя я выделил три самых важных пункта. Первый.
это стабильность системы, чтобы не было вылетов, все четенько работало на определенных вольтажах во всех играх. Второе, это низкое потребление ватт, низкие температуры ГП, памяти и, конечно же, хотспота. И третье, немаловажное, производительность, чтобы своей оптимальностью и низкими температурами не сильно влияли на производительность, чтобы наш FPS был плюс-минус такой же, как и в дефолтных настройках. Этого можно добиться, и как раз таки в этом ролике я вам покажу, как и к чему я пришел. ГП. Здесь указана наша видеокарта. Чуть ниже управление настройкой. По умолчанию приоритет эффективности. Данная настройка улучшает энергоэффективность графического процессора с небольшим снижением производительности. Следующий. Приоритет производительности. Улучшается производительность ГП с увеличением энергопотребления или шума вентилятора. И, конечно же, пользовательский. Справа нас ожидает разгон ГП. Все происходит максимально быстро. Нажимаем разгон ГП. Далее продолжить. Ждем пару секунд и получаем смещение. Но нас, конечно же, интересует пользовательский режим. Как мы только поставим галочку, нам сразу станут доступны следующие галочки по настройке ГП, настройке вентилятора, видеопамяти и энергопотребления. Температура памяти у нас 70 градусов, даже когда мы находимся на рабочем столе. Буквально отключением 0 оборот в минуту мы сможем понизить температуру видеопамяти. Нажимаем «Применить изменения» и переходим на показатели. Наши кулера подрубились на самую минимальную скорость. Температурка потихонечку иногда опускается. В играх, особенно тех, которые не сильно напрягают вашу ГП, допустим Dota 2, вы заметите примерно на 5-6 градусов ниже температуры памяти с включенной данной настроечкой. Точнее, отключенной. Кто-то может сказать, что типа это быстрее израсходуют ваши кулера. Возможно, так и есть, но мне важнее все-таки начинка самой видеокарты, потому что кулера можно поменять. Да и что, они на самом деле служат очень долго, и плюс обороты самые минимальные. Как пример, допустим, кулера на корпусе. Они крутятся все время на каких-то минимальных либо средних оборотах, пока ваша система работает. И в принципе мои кулера служили по 2-3 года вообще без проблем. Единственное, что нужно было просто, допустим, подлить масло, и потом снова все работало без шумов. Поэтому для меня лично это не проблема. Если для вас это проблема, тогда лучше оставляйте галочку на 0 оборотов в минуту. Далее мы можем включить расширенное управление. Когда у нас стоит галочка на 0 оборотов в минуту, здесь у нас появится область, где только при выходе из данной зоны будут включаться кулера. В данном случае это 50 градусов. То есть, как наша температура только достигнет 51 градуса, наши кулера включатся. Теперь самая важная информация. Почему я говорю, что нужно галочку на 0 оборотов в минуту выключать? Потому что компания AMD и другие вендоры постарались на славу. RDNA 4 позволяет держать температуру графического процессора максимально низкой. Если вы обратите внимание на температуру моей видеокарты, частенько 45-47, бывает 50 градусов. В таком случае, естественно, кулера не крутятся. То есть я могу играть в игру, в Dota 2, допустим, и мои кулера не будут включены, так как температура ГП низкая. Но из-за этого страдает, собственно, температура памяти, которая будет у нас как раз таки 88 градусов, 90 и более, смотря какой конкретно у вас вендор. Поэтому еще раз я обязательно всем рекомендую выключать данную галочку. Как бы это странно ни звучало, но низкая температура ГП многие вредят температуре памяти, из-за того, что кулера попросту не включаются даже в играх. Раз уж мы затронули настройку вентилятора, давайте с ней и продолжим. В моем случае моделька у меня от Sapphire, а именно Pure версия. По дефолту очень тихая видеокарта, кулера слышно где-то при достижении 55%, может быть даже 60%. Это примерно где-то 2300 оборотов, тогда слышно, что там что-то работает. Поэтому для данной видеокарты я нашел следующие настройки по скорости вентиляторов. Температуру я не трогаю, мне кажется, что здесь все стоит идеально, но нужно слегка подкрутить вентилятора. Вместо 15 я ставлю 30, далее 45, 58, 72 и здесь ставлю вместо 85 83. Хотя температуру даже 55 вы навряд ли увидите. Вот настолько холодные видеокарты. И применяем изменения. В таком случае температура нашей памяти будет еще понижаться. Вот уже 66. Иногда прыгает до 64. В принципе, неплохо. С настройкой вентилятора мы с вами закончили. Это был один из самых важных пунктов, и с этого действительно нужно было начать и уделить так много времени.
Давайте теперь коснемся мы настройки видеопамяти. Данные модели спокойненько берут 2600 МГц. Вообще можете не напрягаться даже и прям сходу выставлять данное значение. Самое интересное, что здесь не просто ставить 2600, а смещение на 14 МГц. То есть ставим 2614 и нажимаем применить. Мы получим частоту 2600 и так далее. Если нужно будет нам 2700, ставим 2714. После этого я рекомендую делать смещение по 50 МГц. То есть ставим 2664. Применяем, играем где-то полчаса. Если все хорошо, можем двигаться дальше. Ставить уже 2714 и так далее и все подобное. Если на 2714 у вас будет крашиться игра, тогда можете слегка понизить. Но еще раз повторюсь, по разгону это не ко мне. Я ищу низкую температуру, стабильность и так далее. В случае с памятью я выше 2600 не шел. Она и так сильно греется, поэтому для меня 2500-2600 в принципе актуально. Далее у нас это смещение частоты ядра и смещение напряжения, а также настройка энергопотребления, то есть можем сделать ограничение энергопотребления. Настроечки смещения напряжения и ограничения энергопотребления между собой связаны. Если на количество потребляемых ватт вам плевать, то есть можете оплачивать счета без проблем, даже если видюшка работает выше, чем 300 ватт, тогда можете без проблем ставить на плюс 10 и максимальное смещение частоты, я знаю, что без проблем возьмет плюс 500. Можете применять изменения, залетать в игру и проверять. Кстати, самую важную инфу скажу. Не бойтесь экспериментировать. Если вы поставили настройки, вас выкинуло из игры, перезагрузился ПК, ничего страшного. Видюшка от этого не страдает. Самое важное, следите за температурой вашей видеокарты. Если с ней все нормально, можете экспериментировать. То есть, еще раз, ошибка по драйверу это нормально. Поэтому можете ставить такие настройки, слетать и проверять. Если будет держаться, можете уже повышать. Рекомендую по 25-50 МГц делать шаги. Если не держится, ставим 450, потом 400 и так далее. То есть тут все очевидно, ищем для себя оптимал. Но мы же с вами хотим понизить температуру видеокарты, хотспота, памяти, потребление ватт, при этом сохранить производительность. Для начала нам нужно ограничить энергопотребление. Допустим, ставим минус 10 и сразу же делаем смещение, как здесь указано, что, например, применение значения минус 50 мВ снизит рабочее напряжение на 50 мВ во всех частотах. То есть минус 10 мы можем поставить где-то на минус 40-минус 50. 100% на любой, я думаю, видеокарте запустится данное значение. Мы понижаем количество ватт, у нас понижается температура, при этом, благодаря смещению, мы как бы возвращаем наше количество частот. А если проще, возвращаем нашу производительность. Если мы поставим минус 20, то мы потеряем прилично так по FPS-ику. Но в таком случае мы можем поставить на минус 100 и вернем все то же самое назад. Это если простым языком. На минус 20 и минус 100 у меня не работает, сразу вылетает из игры. А вот минус 15 по энергопотреблению и минус 100 по напряжению — это самое то. Плюс можно еще даже поднять тактовую частоту памяти на 2600 МГц. Применяем настройки и залетаем в игру. Многие игры при таком профиле у меня работают без проблем. Но стоило только зайти в Warzone, как я начал получать постоянные вылеты. Поэтому, как вы понимаете, для меня это не актуальные настройки. Но в таком случае у нас есть профили. Еще раз, допустим, вот Kingdom Come Deliverance, вторая часть. У меня при таких вот настроечках минус 100 по напряжению и минус 15 по энергопотреблению и плюс память на 2614 работает отлично. Я могу применить изменения, а потом уже выбрать другую игру. Допустим, та же самая Warzone 2. Добавляем. Здесь я нашел для себя другие настройки. Те же самые минус 15, но уже здесь минус 80. И плюс частоту где-то, если и повышать, то не более 2572. Где-то так у меня работает нормально. Вылетов нет, плюс-минус такой же самый FPS, как и без андервольтинга, но снова же не стоит на него прям так сильно равняться. Почему? Потому что процессор у меня 7600X, Ryzen 5, и как вы можете наблюдать, видюшка работает не на всю мощность, далеко не на всю мощность. Это можно увидеть по количеству кадров, по использованию ГП и, конечно же, частоте. Поэтому на мой результат по Warzone не стоит равняться. Тем более делать такие же самые настройки, если у вас не схожая система. Для глобалки я пока оставляю на минус 15 энергопотребления, милливольт ставлю
где-то минус 60. Работает замечательно, пока все игры, которые я тестил, не вылетали, не было никаких проблем. Нужно просто будет потестить чуть больше игр, где-то займет это, наверное, неделю, 2, может чуть дольше. Тогда я уже смогу подобрать полностью актуальные настройки для данной видеокарты. По частотам, по напряжению и по энергопотреблению. Но пока как-то так. Вы же можете, допустим, ставить на минус 10 энергопотребления и повышать здесь смещение. Возможно, в вашем случае, если вылетало на минус 100 и минус 15 по энергопотреблению, если мы дадим чуть больше воли нашей видеокарты, возможно, в таком случае будет все работать нормально. Следующее. Обязательно включайте Above 4 GB Decording. Данный параметр находится у вас в BIOS. Найти его очень просто, я думаю, каждый из вас с этим справится. А тем временем температура памяти у нас уже 62 градуса. Напоминаю, до этого было в районе 70. В играх, очевидно, будет до 90. Но с данными настройками это примерно минус 80 и минус 15, плюс с настройкой кулеров где-то в среднем 78-80 градусов, что я считаю в принципе уже достаточно неплохо. Мы ничего не потеряли, при этом снизили потребление нашей видеокарты и все температуры по ГП, по хотспоту и по памяти. Кстати, тут у нас еще есть настройка видеопамяти. Первое время. По-моему, на английском называется fast timing. Типа быстрые тайминги. Почему здесь написали первое время? Скорее всего, первички, наверное, я не знаю. Тем не менее, когда мы ставим галочку на первое время, у нас включаются самые быстрые тайминги. Таким образом, наша производительность может подняться до где-то, наверное, 1-2%. Снова же все зависит от тактовой частоты. Поэтому, если вы не энтузиаст, оставляйте по умолчанию. А уже во всем остальном не бойтесь экспериментировать. Я пока только начинаю, у меня 3 дня видеокарта, и вот данные настройки я нашел лично под свою пекарню. Если у вас будут какие-то замечания, советы и так далее, пишите в комментах, с радостью их прочитаю, воспользуюсь и в будущем запишу видосик. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.